Сегодня мы с вами проверим лайфхак и совет старых бывалых мастеров. Как же быстро и легко в домашних условиях наточить нож для мясорубки. И для этого нам с вами потребуется наждачка номером 400 и наждачка номером 800. Следующее наше действие. Мы откручиваем, разбираем нашу мясорубку и достаем из нее сетку. Эту же сетку мы с вами прикладываем и вот таким вот образом спокойненько обводим. Миллиметрическая точность, конечно, нам не нужна. Все. Наши заготовки готовы. Давайте посмотрим с вами на нож. Нож у нас вот в таком состоянии. Он ни разу не точился. Это заводской нож. Довольно-таки старый. Давайте сегодня попробуем его наточить. Следующее наше действие. Мы просто-напросто начинаем вырезать по нашему контуру вот такие вот кружки. Все. И получаем вот такую вот хорошенькую заготовку. Далее мы с вами ее чуть-чуть сгибаем и прорезаем центральное отверстие. Вот так, аккуратно. Сильно не перегибаем. Вот такой вот кружок у нас с вами получился. А со второй мы делаем все то же самое. Давайте заранее подпишем, где у нас какая наждачка. Здесь у нас 400, здесь у нас 800. В этот раз мы все сделаем по фэншую, так как должно быть. Очень мелкая зернистость, все как нужно. Теперь мы с вами берем, устанавливаем наш нож в позицию на мясорубке, а сюда прикладываем нашу наждачку 400 грит. И обязательно смачиваем небольшим количеством воды. Все, и устанавливаем. Хорошенько подтягиваем нашу мясорубку. Следующее наше действие. Мы потихонечку, вот так, начинаем крутить нашу ручку мясорубки. Соответственно, постепенно поджимая наше кольцо. Смотрим, что у нас получилось из этого лайфхака. Так, наждачка полностью вся развалилась. Ничего хорошего из этого у нас пока не вышло. Процесс заточки пошел, но что-то пошло не так. Сейчас мы вырежем еще одну заготовку и попробуем это сделать на сухую. В описании под видео я прикреплю ссылку на плейлист, где мы уже протестировали более 20 видов средств против нагара и жира. Также мы проверили, чем отбелить полотенце, очистить чайники и пробить утюги. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. Ты нам этим очень поможешь. Так, давайте проведем тест номер 2 на сухой наждачке. Все, просто вот так вот укладываем. И закладываем все сюда. И затягиваем нашу мясорубку. Все, давайте попробуем тест номер 2 на сухую. И постепенно поддавливаем нашу затягивающую гайку. Ну давайте посмотрим, что у нас получилось в этот раз. Наждачка опять-таки полностью порвалась. А круг слегка начал затачиваться, но особого эффекта какого-то добиться не удалось. Второй тест у нас также не увенчался успехом. Давайте попробуем сделать диаметр вот этой наждачки, которую мы с вами вырезаем, чуточку поменьше. Так, тест номер 3 с уменьшенным диаметром наждачного круга. Все, прикладываем. Третий вариант, в принципе, вообще не работает, потому что наждачка спокойно проскальзывает
Так, с предыдущих тестов у нас остался вот такой вот кусочек тряпочной наждачки, так как бумажная полностью сворачивается. Это какая-то ерунда. Таким способом просто невозможно. Давайте попробуем сделать то же самое с тряпочной наждачкой. Вот получилась у нас вот такая вот заготовка. Давайте оденем ее на наш вал. Все. И пробуем заточить. Наждачка в принципе целая. Какой-то процент ножа прошелся по ней. Давайте посмотрим, что с ножом. Ну вот в таком он прекрасном, так сказать, состоянии. Конечно, местами наждачка не взяла, но нож в принципе довольно-таки острый. Тем не менее, хочу вас сразу разубедить делать данный способ. Способ номер один, который мы показывали в предыдущем видео, это заточка вот таким вот образом. На обычном столе даже будет гораздо эффективнее, чем вот такая вот приблуда с вырезанием, какими-то дисками и так далее. И вот такой интересный у нас лайфхак сегодня получился. Точнее, даже сказать, не получился. Все эти новомодные способы использования и вырезания бумаги и прокладки между сеткой и ножом полностью не работают. Как бумажные наждачки, так и тряпочные. Самый простой и надежный способ — либо купить новый нож, либо отдать его в мастерскую и наточить там, либо использовать старый проверенный дедовский метод. Это заточка ножа вручную на обычном каленом стекле, либо зеркале и обычной бумагой 400-800 грит восьмеркой. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. Увидимся в следующих выпусках, где мы протестируем и проверим еще что-то интересное. Пока!